Всем привет! Поступает очень много вопросов, как я работаю на бумаге. Натягиваю я ее, либо закрепляю скотчем. Если честно, я не люблю закрепленную скотчем бумагу, поскольку скотч все время отлепляется. Поэтому сегодня я покажу, как я натягиваю бумагу на планшет. Итак, что мы имеем? Берем бумагу. Берем какую-то чистую поверхность. В данной ситуации у меня большой планшет, покрытый полиэтиленом. И смачиваем ее. Хорошенько смачиваем с обеих сторон. Я обычно использую всегда в работе с акварелью кипяченую бумагу, чтобы у меня не было лишних солей и всякой гадости. Чаще всего я это на самом деле делаю в ванной, но я не думаю, что это будет очень здорово снимать видео про акварель в ванной. Вот так мы мочим одну сторону. После этого берем, переворачиваем нашу бумагу и мочим с другой стороны. У бумаги всегда есть лицевая сторона и обратная сторона. Как правило, рекомендовано все-таки работать с лицевой стороной бумаги. Поэтому перед тем, как начать мочить бумагу, я удостоверился, что у меня та сторона лицевая. Как это можно определить? На бумагах на хороших хлопковых бумагах типа Arch Canson или Bockenfurt, Fabriano есть маленький водяной знак в углу бумаги, на котором написано, что это за бумага и как она называется чаще всего, какой именно сорт. Вот если у вас эта надпись, когда вы смотрите на просвет, правильно читается, не зеркально, значит вы смотрите на лицевую сторону бумаги. Так, теперь мы немного ждем, пока высохнет, пока впитается бумага наша влажная. И вот сейчас, когда наша бумага влажная, мы берем, накладываем планшет, стараясь обеспечить параллельность сторон. И начинаем. Я использую степлер. Раньше я использовал кнопки. Степлер чуть-чуть удобнее, потому что просто быстрее. И теперь мы начинаем, слегка приподнимая планшет. Дойди поближе. Теперь мы чуть-чуть приподнимаем планшет. Подгибаем наш первый край и забиваем первую скобу. После этого, слегка натянув, мы загибаем следующую сторону и забиваем здесь еще одну скобу. У нас по длинной стороне. Дешевый степлер из Ашана дает о себе знать.
Ну, на самом деле не принципиально. Очень важно первые скобы, которые мы или кнопки, первые места, где мы натягиваем, это ровно по центру каждого листа. Так, теперь мы аккуратно отрезаем лист. Отрезаем углы. И закрепляем углы. Натягиваем по углам. Сегодня мне как-то не везет с этим степлером. Останови. Так, поскольку степлер подвел, покажу олдскульный метод с помощью обычных кнопок. Можно использовать канцелярские кнопки, но я их не очень люблю из-за того, что они дают ржавые следы потом. Поэтому я использую вот такие вот латунные кнопки. И также затем мы вставляем кнопки между точками, пока не добьемся удовлетворительной плотности кнопок по периметру.
Если кнопка не идет, мы ее загоняем вот так. Потому что по сути это маленькие гвозди с большими шляпками. Некоторые кнопки уже использованные, почему-то попали сюда. Итак, что мы имеем? Не пугайтесь, что он чуть-чуть неровный, когда бумага высохнет, она натянется как барабан. Теперь остается только проверить его на предмет грязи. Если что-то попало. Ну вот, в общем, мы имеем натянутый планшет, который после высыхания послужит отличной основой для нашей акварели.